В очередной раз попытаемся разобраться, какие же все-таки копии AirPods стоит покупать, какие нет. Почему говорю, что копии AirPods? Уже не один производитель выпустил похожие девайсы. Наверное, потому что они были первыми и эту, скажем так, бананообразную гарнитурку скопировали все производители. На мой взгляд, она тоже довольно-таки удобная, хотя иногда, конечно, похожа на бананы в ушах. Будут у нас в обзоре 4 штучки данных гарнитур. Все уже с Bluetooth 5.0, по крайней мере это здесь написано. Не факт, что на самом деле оно так. i9 стоят около $9, i11, кстати, стоит столько же. i12 около $12 и i16 около 16. Не знаю, это совпадение или нет, потому что i10, например, стоит дороже. Скажу сразу, вначале она мне показалась одной из самых удачных, но есть свои нюансы. Коробка, как видите, у нее самая квадратная. Внутри мы видим довольно-таки небольшой бокс, приблизительно такой же, как и в оригинальных подсах. Вот. Но если мы сравним, например, с i7, мы поймем, что он действительно маленький. Вот это обычный i7s, вот такая здоровая коробяха. И вот такие вот компактные i9. Хотя стоят, опять же, они совершенно недорого. Даже за $8 их без проблем можно найти. И крышечка, кстати, на них идет подмагниченная. Так, довольно-таки приятно закрывается. Все это обклеено вот таким защитным скотчем. Зарядка включается вот на задней стороне. Во время зарядки они подсвечены такими вот красными огоньками. Не очень приятный момент, если вы выключаете зарядку, они автоматически начинают коннектиться. И выключить вы их уже не сможете, пока нажмете и не будете удерживать вот эти вот две клавиши. Вот видите, они между собой законнектились. Так, а у нас тут, учитывая цену, довольно-таки богатый комплект получился. У нас идет силиконовый чехол, карабинчик, такой алюминиевый, в принципе нормальный. Пользоваться можно, вот на него цепляется вот этот вот силикошка. И вот такой вот лайтинг шнурочек. На наушники стоимостью $8-9, конечно, защитный чехол это, наверное, все-таки перебор. И стоит, наверное, дешевле вместе с наушниками, чем чехол на те же AirPods отдельно. А теперь небольшая ложка дегтя. Данные гарнитурки есть как нормальные, так и с плохой батареей. Вот парочка мне попалась с плохой батареей. А это значит, что работают они буквально вот минут 15. И все. У одних плохо работает правый наушник по времени, у вторых левый. Так что если берете i9s, берите сразу два. И есть шанс, что соберете из них одну полноценную вот такую вот сборочку. По звуку. Данные наушники я слушал. В принципе, они мне нравятся. Звук вполне приличный, как на свою стоимость, конечно. Из недостатков баса, как говорится, нету. И очень плохой микрофон. Начинается звук, потом бульк и заканчивается. Ну, то есть, как гарнитуру использовать их, к сожалению, не получится. Слушать книги и, возможно, непритязательным слушателям слушать музыку. Вот такие вот получились наушники. Но по качеству звука, опять же, они лучше, чем i7s. Там я про него вообще молчу, там его нету. Все подмагничено. Вот так вот отлично закрывается. И после этого, кстати, они не выключаются. А вот так вот весело отображается i9s TVS. При том, что вы их вставляете в зарядный бокс, они не выключаются. Кстати, замечу, проблема была с именно теми наушниками, которые не были запаяны вот так вот в пленку. Те, что были с пленкой, я, кстати, пользовался буквально полмесяца назад вот пленочными, они работали нормально, звук был такой же, но аккумуляторы были живые. Так что купили и нету пленки, то есть вариант, что вам попались так же, как и мне, с дохлым аккумулятором. Как видите, коробочки практически одинаковые. Сейчас посмотрим, откроем. Я бы сказал, практически братья-близнецы. Справа у меня i9, слева у меня i11. Как говорится, найдите пару отличий. Давайте посмотрим на сами наушники.
практически отличий нету. Единственное, наверное, что вы уже успели заметить, А11 у нас без кнопки. Вот здесь, видите, у нас такая кнопочка нарисовалась. А здесь уже сенсорно. Это уже намного приятней. Комплект здесь более бедный, но, надеюсь, не так, как с i9. Там все деньги пошли на комплект, на аккумуляторы денег уже не осталось. Заряжаются и довольно-таки ярко. Автоматически начинают коннектиться. Что уже не очень нравится, это вот очень яркая и прозрачный пластик, который делает вас похожим немножечко на новогоднюю елку. Хотя вот видите, они подключились и уже не мигают. Если выбирать по цене, даже вариантов нету. i11 лучше на порядок. У них лучше звук идет, хотя бы немного, но есть низкие частоты. Звук абсолютно не из бочки, хотя он и в i9 не из бочки. Но вот здесь вот вполне уже приличный. Даже музыку можно слушать в них. Определенно лучше звук, они громче. Они идут сенсорные. У них нормальный аккумулятор. Вот буквально они, наверное, минут 20 играли и практически не сели. В такое время i9 в принципе не могли работать, они работали 10-15 минут. Единственный недостаток, очень прозрачный пластик. Вы видите, когда они мигают, это очень хорошо видно. А если вы идете ночью, вот, то у вас будет видно метров со 100, наверное, в таких наушниках будете мигать хорошо. Получились отличные наушнички. Вот видите, их надо аккуратно брать, иначе они всегда пытаются включиться. Это улучшенная версия i9s. Возможно, здесь будет приличный звук. По картинке, которая нарисована на самих наушниках, они самые симпатичные. Вот здесь вот такая вот обычная совсем, а здесь вот похоже фактически на настоящие. Вот здесь даже написано время работы 2-3 часа в режиме разговора. И время зарядки 40 минут. Почему-то никто не догадался сделать вырез здесь на коробочке, кроме i9. Так, а что же у нас? Бокс ничем не обклеен? Ну вот тут я вот не понимаю некоторых производителей, конечно. Также Lightning выход, также идет у нас зарядка. Но если вы посмотрите, сейчас я попробую это показать. Видите? Я его еще не пользовал, видели, распаковал в реальном времени, он уже покоцанный. Меня это не сильно напрягает, но учитывая, что я купил наушник дороже, чем предыдущий, и он уже сразу покоцанный, это немножко расстраивает, конечно. Отличаются от тех, которые нарисованы на картинке. Сейчас я попробую это показать. Видите, никаких отверстий, нарисованных на картинке, нету. Вот, единственное, сверху есть, но опять же, вот сейчас покажу вам вот так. Вы видите, да. Как всегда, обманули. Вот пока что отсутствие пленки меня очень расстроило. Ну, внутри мы видим тот же Lightning. Хорошо, что не USB положили. Мы их вытащили, они не включились. Подключаются как i12. И теперь попробую их послушать. И сейчас скажу, что же они из себя. Даже, как вы видите, попробовал включить в них поиграть в Call of Duty, но, что я вам скажу, задержка по звуку здесь около полсекунды, а то и, наверное, больше. i12, к сожалению, к моему сожалению, абсолютно выбывает у нас из данной игры, так сказать, потому что звук у них хуже, чем у i11. Немножко как из бочки, но это еще ладно. Очень много высоких частот и вот эти вот цокающие, то есть любые звуки тарелок, любые произношения буквы S, ща очень сильно усилены. И слушать это, я бы сказал, больно. То есть i12 увидели. Эти немножечко вот такими покоцанными продаются. Поэтому не самый лучший вариант. Самые дорогие в данном обзоре. Я надеюсь на них, что они покажут какой-нибудь отличный от предыдущих моделей результат. Время зарядки 1-2 часа, ну то есть как повезет, я так понимаю, 2-3 часа разговора.
Дистанция до 12 метров. Интересно, неплохая дистанция. И работает от минус 10 градусов. Прям хочется послушать. Прям вот красиво. Вот я вот открываю, видите, здесь сразу все красиво. Во-первых, они вот в нормальном защитном боксе. Полупрозрачный пластик. Блин, отлично смотрится. Кстати, он выполняет и роль чехла, я так подозреваю. Вот, они у нас не покоцанные. Такие вот приятные. Кстати, крышечка здесь самая приятная. Она очень легко закрывается. Она действительно здесь на магнитах. Потому что вот прям вот в конце начинают притягиваться. Так, наушнички вытащили. Они сразу коннектятся между собой. Вот тоже прозрачные, но не так критично прозрачные, как предыдущие модели. Ну что, остается их все-таки послушать. i16 однозначный лидер теста. Во-первых, пока они находятся в боксе наушники, они заряжаются. И только мы их успеваем открыть, они автоматически начинают коннектиться с телефоном. Это раз. Во-вторых, звук из них действительно приличный. Здесь присутствует бас, причем реальный бас присутствует, не сильный, но он есть, слушать приятно. Немножечко завышены высокие частоты, но совсем немножко. Звук идет прозрачный, звук мне понравился. Если выбирать из всей этой серии, то это настоящий must-have. Звук здесь приличный, немножечко, конечно, вот высоких многовато. В остальном здесь все отлично. Определенно лидером является i16 Max. Во-первых, здесь удобный бокс, который при открытии автоматически коннектит ваши наушники с вашим телефоном. Только закрыли, он их заряжает. То есть они всегда будут у вас заряжены. А зачем даже здесь нужна эта клавиша, я не совсем пойму. Возможно, просто взяли вот такую вот коробочку. Вот эти можно принудительно включить, но на самом деле они сами включаются, когда вы помещаете внутрь наушники. Во-вторых, звук здесь очень приличный. Много высоких частот. Вот те же тарелки и прочие звуки S, да, немножечко сильнее звучат, чем должны. Здесь, кстати, этого косяка нету в i11. Но также нету низких частот. Вот это вот недостаток. Если кому-то низкие частоты не принципиальны, i11 смело можно брать. Сенсорное управление работает хорошо. При вытаскивании из зарядки они также начинают подключаться между собой. Любителей низких частот они разочаруют, а всех остальных, кому нужна просто гарнитура и либо просто так вот походя послушать музыку, естественно не в метро, то смело можно брать. Про аутсайдеров. i9s вполне приличный звук, несмотря на то, что я их в общем-то ругал, но аккумуляторы здесь попадаются дохлые. i12, честно говоря, разочаровал. Звук так себе, коробочка без защиты сразу была покоцанная. Стоят они не дешево, они в принципе дороже i11 стоят. И практически там 4 бакса разница между i16, а то и меньше. Вывод: i11 либо i16. Это отличные наушники, смело можно брать. Кому был данный обзор полезен, не забываем. Не так, вот так. Ставим лайки.